Я мог стать кем угодно. Музыкантом, ресторатором, ведущим, продюсером, мужем, отцом. И стал, потому что всегда был свободным. Альфа-банк для умных и свободных. Ну вот так вот, ребят, мы с Андрюхой просыпаемся, а Серега уже встал, позавтракал и сегодня поедет на дальняк. Поедет вниз по течению, километров 35-36 в одну сторону, ну и обратно. Короче, он сегодня до вечера уходит на разведку боем. Отсканирует, посмотрит глубины, где какая рыбка, где что есть. Ну что, друзья, всем доброе утро. А утро вот такое вот шикарное. Сами посмотрите. Тепло, время 6 утра, а я в одной термухе и вообще не холодно, солнце греет отлично. Сегодня, наверное, днем будет жарко. Обещаю до 20 градусов тепла. Напомню, у нас сегодня 5-й день нашей экспедиции. Сегодня у нас четверг. Вот. Сегодня у нас такой более-менее день разгрузочный. Сегодня планируем так вот позаниматься бытом, немножко с утра порыбачим. Вот, днем, наверное, мы помоемся в речке, прям мыло есть, полотенце есть. Перейдем себя в порядок. Все, Серега погнал, Андрюха вроде уже проснулся. Сейчас готовлю завтрак. Думаю, пожарю яйца. Прям у нас сковородки нет, пожарю прям в котелке на масле растительном. Ну, посмотрим, что-нибудь соображу, может, с помидорами сделаю и зеленушкой. Доброе утро. Доброе утро. Выспался? Ой, красота вообще. Я тоже. Погодка, слушай, просто... Ну, как и обещали, Андрюх. Можно сегодня в шортах гулять. Четверг, как говорили, будет хороший. Отлично просто. Наши кировские знакомые полетели, соседи. На рыбалочку. На точку пошли. Попробую сейчас приготовить яичницу без сковородки на котелке. Не знаю, получится, не получится, но что-нибудь попробуем сейчас. Сегодня днем будет жарко. Ого. Это сейчас крокодил плеснулся. Блин, уже жарко на улице, а? Что-то я и футболку не стал брать с собой. Ну, думал, что как-то все-таки на севере и уже не лето. Получилась ленивая яичница летняя с помидорами, с укропом. Штук 6-7 яиц. И сейчас раскидаю по тарелкам. И сразу котелочек на отмокание. Картошка, если останется, на мужикам на что затянем, да? Ну, да. Картошка, что? Да вон, инспекторам завезем. Ты-то что? Свежие картошки такое едят. Ну, это свежий, да, что? Ну, свежий уже. Ну что, отдадим, да и все. Кучу рыбы показывает сразу. Да, можно опускать и пробовать. Резину пересажу.
Вчера, друзья, работала такая вот пионер в таком формате. Видите, все как вся покусана. Поставлю такую же. Ну и будем стучать. Так, сегодня, друзья, мы рыбу берем. Рыбу начинаем потихонечку брать. Блин, сход опять, а? Ну. А так чуть поклевывает. А что они ищут-то? Вчерашний день, походу, Андрей. Я не знаю, что-то, блин, так. Ставь сюда его, в середку. Да. О, смотрю. О, Вот это наш пациент. это демоны, да. Пошли демонёги. Местные демоны пошли. Арбуз. Дай-ка сброшу. О, нормально. Колобасики. Пока не можем найти колобочков-то. Ух ты, вот колобочек сошел. Да. Нахрен там. Слушай, зацеп. Да. Хороший колобок, слушай. О. Все, и сошел. Колобон. О, это нормальный. Колобон. Это наш. Это наш демон. Да. Во. О, он желтенький. Да, слушай, показывает рыбу. Да? Надо скинуться. Так его не назвали. Ах ты, сошел, а. Там коряга, осторожней. Да. Угу. Вон они здесь, вон. Вот он, блин. Да, слушай. Да. Вон, смотри. О. Я их в очках вижу, Андрюх. Я же в очках. А ты в очках, да? Да, я понял. Вон они. И это мелкий окунь. Вот она что потом висится. Вон я их в очках вижу, Андрюх. Там их просто стена, блин. Я их так вижу тоже. Офигеть. Да, я в очках вижу, нормально. Короче, уезжаем. Да, тут не то. Не наш калибр. Ша. Сейчас, подожди. Чукаря, блин. Да, слушай, там пятера опять. Сколько? Да. Да. Шторочка и точно есть. Шторочка. Четверочка, да, пятерочка, наверное. Фу, опять 25. Утро начинается. Салам. Доброе утро. С добрым утром.
Я ваша тетя. Давай сюда. Держи, держи, держи. Кто-то пойдет, это возьмет. Кто кого? Пошла, родная. Ваш комментарий, Андрей. Я в Анатольевич. шоке, блин. Злюки, да. Держать-то на их капитально прям. Это я все, мотивин там сделал. Это я вторую, которую уже вот так из-под садчика Да, было. выпустил. Не наша, значит, нифига. Значит, не наша, да. Ну что, эмоции Андрей дал с утра. Дал. Дал, ушел. Ну что поделаешь? Ну ладно. Продолжаем. Хочется куней подолбить, а мы с точки слетели. Там место хорошее было. Ладно. Да нет, это колобасики. Да ладно. Что, берем ее, нет? Ну, Пушкам, да. Тебе местные что спасибо скажут. лес, просто лес, блин. Мы вот даже на стуке то цепляемся и отрываемся, ё-моё. Жесть просто. Да. Колобок сразу тут же, блин, за корягой. Щука? Не надо. В общем, больше возни, друзья, если честно, чем рыбалки пока, потому что я уже 2 раза оторвался. Не задает. Потом пока этот якорь зацепили. В общем, больше возимся. Найти не можем пока хорошую стаю. Так, одиночки. Ну и щука, которая из-под сака ускакала из рук у меня. Понял, да? Уже зацепился. Слушай, уже зацепился. О, цепился. Жесть, просто жесть. Ребят, чтобы понимали, все вот, остатки, блин, по грузам, по этим. Тоже оторвался? Ё-моё. Щука, да? Я же говорю, бровка хорошая, да? Ох, вот это колобок. Вот это да. Да вроде секу уже. Тут нужно, помнишь, надо чуть-чуть добавить. Потому что на коротке. О. Главное, стандарт. 200 и 300 пока сегодня. Пока были не видели. Копченые. Нам до обеда на баклажку как-то наколотить, блин. И потом на чистку, да, ее. Ребят, нашли более-менее чистый участок такой. Тут прогончик. Глубина 6,5-7 метров. Вот. Вот тут стоим и поклевочки есть. Бочек. Попался. Демоны. Ясь. Хороший ясь-то. Нормальный такой. Нельзя выбрасывать.
Он сразу. Что, не брать такого? Да, как будто, да. Угу. Слушай, да хороший. Ну, это хороший колобан. И вот там они стоят. Ух ты. О, это хороший колобан. Это наш. Давай сюда, брат. Блин, сошел. Ага, вот это хороший. Это да, уже. Таких уже не стыдно Да. показать. Друзья, смотрите, сколько рыбы. Вот дно, вот поверхность. И вся толща воды, все в рыбе. Вон какая-то плесень, вон, видишь? А, ну вот. Окунь, да, сидел? Все, блин. Подъезд, что ли, мелкий? Вон что стоит, Андрюх. Вот его эхолот-то видит, блин. У меня же рука правая устала. Ну, это покрупнее. Чуток. Фух. Вот такой вот. Под берегом стоял, кинул под берег. Отцепил? Угу. Молодец. Колобан. Шершни. Да. Колобас, блин. Фу. Колобок, блин. Шершень опять. Нормально. 4 отпусканов. Да, еще 4-5 штук. Ну. Точно, блин. Сошел. Мелкий. Есть. Есть сразу. Да, сходу. Да. Колеса напротив. Ага, точно, слушай. Калачик, блин. Контракт. Прямо сюда зашли. Перешел и бац сразу. Блин, тут что ли, в протоке? Нормально, Андрюхов, слышишь? Охренеть, нифига себе у тебя колобан там. Ну-ка покажи. Вон. О, Я еще маленькую поставил, думал, мелкая рыба может. Не на. Набрать головок. Сейчас мы тут вторую надолбим, Андрюх. есть. Ух ты, ничего себе. Колобан, короче. Ох, нифига себе. А мы, блин, там в корягах ищем, блин. Ползаем. Охренеть, упала. Что, есть? Она не упала еще. Офигеть. 10 грамм у меня это грузит. Офигеть. Хороший окунь-то. Там, если что, короче, в мешок кидай. Есть. Хороший колобок. Нифига себе. Ух, какой. Я на ультруху балдею. Ни хрена, Андрюх, слышь. О, кабан, не сломай удочку.
Это смотри, конь. Жесть. Видали, нет? Грамм. Давай мешок открою так вот. 600-ка есть, да? По-любому. Этот бочонок-то полный. Она полная. Что, еще один? И у меня еще один колобок. Нифига. Вот это да. Вот это конь. Смотри. Да, Андрюх, 700 там есть точно. Ладно, пока раздать, ребята. Рекорды бьются прям у вас на глазах. Вон где стоит он. Ё-моё. Есть. Блин, сход. Я просто опускаю, он сразу ударяет. Там, значит, подводка. Падает, падает. Долго падает, конечно. Маленькая и сразу. Вот Да. сразу. О, слушай, эта щука. Нифига, короче, окуня, она окуня схватила. Серьезно? Да, вообще. Ты держи, сейчас я засинтезирую. Мы их заберем. Нет, она на крючке вытянула. Не-не-не, окунь вылетел уже. А, вылетел? Так Да. на крючке. Она, короче, окуня бахнула. Резины нету у тебя, Андрюх. Я вижу. Забирай ее, пьявку. Килограмм пойдет. Да. Мешок ее, да? Блин? Что, да, сейчас. Оп, сразу. Не дает, короче, слышишь? Андрюх. Я мог стать кем угодно. Музыкантом, ресторатором, ведущим, продюсером, мужем, отцом. И стал, потому что всегда был свободным. Альфа-банк для умных и свободных. Якутия. Якутия отдыхает в натуре. Блин, съел резину-то. Заготовка идет у нас полным ходом. Смотри, без резины рыбачу. Без резины? Сход был, прикинь. Просто нагруз. Есть нагруз без резины. Ребят, что такое-то опять? Что такое-то опять? А ты его багранул. И Охренеть. стена стоит, Андрюх. Здесь просто стена, братан. Там мы с тобой удачно сюда зашли. Мы же уже хотели все, идти. Отдыхать. Да? Я говорю, давай, говорю, в протоку заскочим еще. Все тут они, ё-моё. Что творится-то, ребят? Что творится-то? Бери другого удилища. Рыбач. Тут точки ходить нельзя с этим. Опускаешь, показываю. Все, сидит. Ты понял, да? Я понял, И все кабаны. понял. Теперь понял. Ну что, друзья, раз, два, все, сиди. Сидит. Да, все сразу. Два, Все, сидит. Все. 4, 5, 6. Вот это калачи. Короче, там, Андрюха, там, короче, стоят. Убери тут, подожди. Убери тут удилище. Вот это калачи, друзья. О! Так, ну что, опускаем. И поднимаешь. Смотри, какие, Андрюха, ё-моё. Мы с тобой
За жизнь всю рыболовную не переловим столько. Нет, конечно. Откуда, блин? Парасоте. Что тварь? Андрюх, щука. Щука? Да. Веревка, веревка, веревка. Да, я вижу. Хороший окунь забагрил. Доставай его. Ну, блин, слышь. Это вообще конь какой-то. Друзья, опускаешь просто. Что же творится? И все, и сидит, блин. Клюет на голый крючок. Что вы Андрюхе хапал? Все, сидит. Андрюха, ну, короче, по очереди, братан. Ты давай доставай. Я подтаскиваю туда. Раз. Да. Оп. Видал, как он лупит? Раз. Сбил, да? Давай очередь. Так, ну что, пускаем. И все, и сидит. Все, Андрюха достает, я закидываю. Ну, короче, конвейер пошел у нас. Заготовка. Упал. Подбил. Сбили. Блин, что-то мне сдувает большеватенько. Наверное. Ага. Есть. Есть. Вот уже не крупный, бля. Короче, друзья, пока клюет, дубасим. Басим просто. Да, да, хороший окунь, мерный просто. Надо его дубасить. Пока клюет. Вот, вот, хороший. Вот он. О. Даже на голый крючок клюет. Я в шоке. Даже на голый крючок. Просто. Все, сидит. А, сошел. Так вот. Пускаешь на дно. Все, сидит. Хороший, хороший окунь. Да ладно. О, калач, бля. 500-600 грамм. 500-600 грамм окуня. Нашли мы, Андрюх, короче, да? Короче, надо искать. Да, кто ищет, тот всегда найдет. Полдня проелозились, бля. Все, сидит уже. Вот что делать, смотрите, друзья. А, он сидит уже, все. Сошел. Резину оторвал. Просто вот так вот, ребят. Пускаешь на дно. И поднимаешь, поднимаешь. Все, удар, 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 удар. Сбил. Ладно, еще попробуем. У меня резина уже в хлам просто. Да. Вот это хороший. Сел. Кто-то, да, пойдет. Колобок. Демоны. Че демонюги, блин. Шершни, бля. Блин, нифига себе. Да мать его, а. Господи, боже мой. Сколько вас тут, а, ребята? Сколько вас там? Демонюги, бля. Вот это был татач. Демоны, бля. Вот такие вот, да, поросята. Сидит, сидит.
Фулкет, блин. Блин, закончились, прикинь. Это хороший, Андрюх. О, Я не знаю, тут уже все стандартные у нас. слушай, все. Чуть не ушел. Лови, поймем. Это как быстро началось, так быстро и закончилось. Это щука, поэтому не клюет. А? Хорошая щука. А, забагрил, все понятно мне. Хороший. Забагрил его. Я теперь на эту сторону перешел. Демоны. Японский бог, блин. И все, как я не знаю что. Фу, ребят, я не знаю, это просто не передать словами. Ну вот так вот пускаешь, да? И он уже сидит. И он уже там тебе сидит. Вот, вон, видите? Вот он. Вот он. Ух ты! Вот там хороший просто. Я щука выскочила из мешка. О! О! Вообще, это что за кони-то? Посмотрите, я даже удержать его не могу. На этого коня. О, вот это калача! Да ты демон вообще просто какой-то. Мы с утра там, да, Андрюх, по 300 граммовикам ходили, Да, брали, а тут вон, смотри. ну какие. О, заготовка, ребята. Кучник вот еще крупнее пошли, слушай. Да, может быть такое. Ты посмотри, я еле поднимаю его. Фу. Сейчас, смотрите. Конские какие-то просто. Уже мешок картофеля надубасили. Уговорил, короче. Ух ты, сидит. Ох, калач-то какой. На стояк взял, короче. Ну что, друзья, дичайшая рыбалка, дичайший клев. Я такого в жизни свою, наверное, не видел и не сам не пробовал. И даже не видел такого нигде. Это просто что-то нечто. Реально мы с утра были что-то расстроены. Что-то окна нигде нету. Там походили, здесь походили. Тишина, короче. Кое-как там тот бочонок наскребли. Вот, постепенно клев угас. Не клюет. Килограмм, наверное. Килограмм 20. Просто за 15 минут, наверное. И все калачи, шершни, демоны эти 500-600 грамм. Просто меньше не было. 500, 600, 400 грамм. Даже 300 грамм практически не было окуня. Какого-то 20 минут какого-то дикого клёва, я не знаю. Я даже на видео такого не видал, такого клёва. А тут, чтобы своими руками и своими ощущениями, блин, я в шоке просто. Мне дальше больше рыбачить уже, знаешь, неохота. Неохота, блин. Тут вот такой уже эмоциональный, такой просто всплеск, такой адреналин, что сейчас хочется пойти, накатить 50 грамм, покушать что-нибудь, обед сварить
И это все дело надо будет перерабатывать нам. Тут просто вот такие вот калачи лежат. Просто калачи. И щука одна. Ты представляешь, что на дне творилось? Ужас какой-то. Да, вот все такие. Да. Жесть просто. Это вообще, ребята, не на натуре. Здесь надо быть просто. Вообще, я не знаю, как у нас там дела у Сереги, но мы свою миссию выполнили. На сегодня, да. Потому что мы как бы и договорились работать по окуню, заготовить, а он поехал в новые места разведать, щуку ловить. Даже немножко поспорили, как будто, ну не знаю, приедем, нас утерем его. Точнее, он приедет, нас мы утерем мешочком. Нам это часа на 3-4 работы, блин. Да, потому что окунь очень тяжело обрабатывать. Нож ступится, надо подтачивать постоянно. Хватит нам одного? Чайника? Да. Ну, на бич-пакет хватит. Сколько тебе воды, смотри. Ну, я бульончик побольше. Ну, ты смотри себе тоже же, лапшу не сделай. Разделим просто. Ой, все, класс. Бич-пакет, он и в Африке бич-пакет. Особенно сало с черным хлебом и под самогончик батин. Да вообще тема. Вот, в итоге мы сейчас покушаем вермишельки. Вот, нашли тут точку, вроде как там сковородка, либо крышка от котелка. Заодно помоемся, заодно и посмотрим и поныряем. Вообще поищем. Глубина небольшая, там где-то по пояс, наверное, где-то. Ну не по пояс, по грудь. Вот, надеюсь, что-нибудь надыбаем и пожарим рыбки. Но вода, Андрюх, слышишь, такая. 12 градусов. Ну, то есть там скукожится, короче. Кажется. Нормально скукожится. Че, Андрюха, как вода, мокрая? Нету, нифига. Нету? Фу, все. Аж жгет. Друзья, начинаем процесс обработки рыбы. Убрали стол, лишнее все убрали. Вот, сейчас в общем мешке окуня, амбалы наши, будем чистить, класть на пакет поближе к воде. Мешок почистим, кишки, жабры долой на пакет, потом будем мыть, солить и в контейнер все это дело складывать. Ну, как-то так. Попробуем так организовать, а потом дальше посмотрим уже, как лучше будет. Вот такие кабаны клевали. Он еще живой даже. Вот такие кабаны. Смотри, какой кабан. Просто, не знаю. Да, не все тут, Андрюх, да? Вот эти-то вот последние там. Подбор, блин. В конце еще больше крупнее стали. Да. Друзья, чищу окуня. Что думаете, нахожу в желудке? Целенькая, аккуратненькая. То есть он сожрал мою резину силиконовую, да, и еще раз бахнул. Все, друзья, приехали мы в деревню с Андреем. Вот, у нас чайки хлеб вчера раздербанили. У нас там хлеба осталось, буквально там буханка, наверное. Нам еще жить сегодня, завтра, ну и в субботу полдня тоже, как бы с собой нам будет что-то покушать взять. У нас очень много бензина остается, литров, наверное, 40-30, просто лишнего бензина с собой, потому что мы думали, куда-то будем на дальники гонять на моторе, но в итоге все рыбалка около базы, поэтому бензина, обратно с собой бензин везти, ну нет вообще никакого смысла, это перегруз прицепа, тем более обратно мы берем с собой рыбу. Сами видели, сегодня окуня наловили просто так, что
просто отлично. Вот с собой хотим взять контейнер 40-литровый, там где-то килограмм 40 влезает. Но у меня канистра 20-литровая тоже с собой хотим взять. И чтобы не было обратно и бензин, и рыба, на бензин будут продавать. Я думаю, проблем с этим не будет. Деревня тут очень и очень далекая. Дорог здесь нет летом, только зимник. И вот по Печоре только можно добраться. Поэтому я думаю, где-нибудь, понятно, что подешевле. Цену поменьше сделаем. И попробуем продать. Дедушка подсказал, где магазин. Вот. Вышел тоже с лодки, видно с рыбалки. У него спиннинг, блесенка, вертушка и полный пакет рыбы. Окуни, видно, щуки. Просто вот так вот съездил, поймал полный пакет и все, и идет обратно домой. Люди живут на реке. Река — это главная артерия, главная дорога. И зимой, и летом все по реке. И еда, и дорога. Лодочная станция, люди ходят. Трактор стоит. Вся жизнь связана с рекой Печорой. Вся жизнь абсолютно. Друзья, солнце сзади меня, так что извиняюсь за картинку. Картинка не очень. Вот, и вот хотел просто сказать, что вот есть такие места, да, у нас не только в Коми, наверное, но и везде, по всей России, на севере. Вот такие глубинки, где люди живут, где нет дорог, где есть только река и все, и только река кормит. Люди живут и живут счастливо, я не знаю. Да, конечно, денег не хватает, нет каких-то развлечений, инфраструктуры, к которой мы все, большинство жителей привыкли, там поселков, каких-то сел, да, и городов, понятно. А вот здесь вот люди живут лесом, рекой. Вот. Они ловят рыбу разную, за это их тут гоняют рыбинспекции, и кому только не лень. Я этого, конечно, не понимаю, если ты вот местный житель, да, ты в деревне всю тут здесь родился, здесь живешь, и тебе не разрешают ловить рыбу, там заставляют покупать какие-то лицензии, которые стоят дорого. Ну, сказали цену лицензии, реально стоит дорого, не знаю. Почему бы не разрешить им там по прописке, да, если ты здесь живешь, ловить эту рыбу, в каких-то нормах, да, в каком-то лимите. Для меня это странно, я не знаю. Так что жду Андрюху. Андрюха пошел на разведку, пошел в магазин. Вот, вы ему тут подсказали, он тут поднялся, ему подсказали, где магазин находится. Возьмем хлеба, договоримся по поводу бензина, чтобы можно было бензин продать. Продадим подешевле, по дешевке отдадим вообще, чтобы хотя бы просто его с собой не везти. Никакой выгоды мы делать с этого не будем, понятно. Сегодня, можно сказать, 31 августа, завтра 1 сентября. И вот такой теплый день, шикарный. А завтра уже холодает, а послезавтра уже начинаются дожди. На этом, я думаю, сегодня лето ровно на 31 августа заканчивается. Лучше не придумаешь, конечно. Мы пришли, он на объявление ушел за ягодой. Будет тут в 4 вечера. Мне кажется, даже можно будет. Хотя даже не знаю. Мне кажется, нет. Смотри, там должна рыбка и ребейка небольшая быть, как у нас елец. Очень вкусно. Жирная вообще. Пошел сезон зельди, ловит зельдь. Такая рыбка маленькая, жирная, очень вкусная, ее заготавливают, солят ее на зиму. Коптят, да. Я пробовал, это просто вкуснейшая рыба, маленькая, но очень вкусная. Меня угощали. Вот мужики ловят неводом. Съездили в деревню, съездили к нашим кировским друзьям, кировчанам, попросили у них сковородку, взяли сковородку у них. Вот, так что хлеб у нас есть, сковородка есть. Сейчас я буду шкерить рыбу, продолжать заниматься, чистить, солить, мыть. Серега дровишек пилит.
Вот. А Андрюха будет готовить ужин, жарить рыбу. В общем, все обязанности распределены, теперь осталось только поработать. Что, друзья, все, переработку мы закончили, рыбу. Все помыл, все посолил, 40-литровый контейнер готов. Вот, Серега приготовил дров на костер, на печку. Андрюха пожарил рыбы. Да забыл я нажать кнопку, забыл, чего вы ржете, блин. Вот шершни, блин. Забыл кнопку, друзья, нажать. И сейчас то же самое говорю, только по второму разу они сидят и ржут, короче, надо мной. И это не первый раз. Как идиот, да, короче. В общем, все готово. Сейчас ужинаем, отдыхаем, кушаем жареную рыбку и... Хорош, блин. Вкусно, Сергей Васильевич? Очень. Очень? Друзья, у нас все готово. Рыба нажарена, костер горит, дрова заготовлены. Рыба переработана вся. Вот, Андрюха приготовил вот такую жареную рыбу. Щука, филешка окуневая, целый котелок 3-литровый. В общем, прямо на вечер самый раз соевый соус. 50 грамм в натуре Юрича, самогончика. Привет большой ему, кстати. Да, вот тебя смотрит очень постоянно. Вот, и в принципе... Деревенский хлеб надо подметить. Да, кстати, вот, мы сегодня съездили, купили хлеба деревенского. Очень вкусный, классный. Вот реально вот такого в городе не найдешь хлеба. Попробовали наладить контакты с местными. Немножко пообщались. Вот. Завтра будем решать вопросы с бензином по продаже. Лучше рыбалки, я уже повторяюсь 3 день подряд, но опять лучше рыбалки в моей жизни не было, потому что сегодня еще лучше было. Это просто было шикарно. Такие вот воспоминания, да, они просто останутся на всю жизнь, реально всю жизнь, а еще и плюс видео и фото есть, и, ну, это словами не передать, это надо просто попробовать. В общем, друзья, на этом серию мы заканчиваем. Всем спасибо за просмотр, надеюсь, вам было интересно, снимаем для вас, чтобы вы посмотрели хорошую рыбалку. Якутия отдыхает просто. Всем пока.